вы научитесь создавать эффектные разрушения. Пять, 4, 3, 2, 1. Привет, друзья! Итак, начнем. Создаем куб. Масштабируем его. Давайте сделаем 6 на 6 и 0,3 высоту. Теперь сбросим масштаб. Ctrl-A, Scale. Добавим систему частиц. Количество 200. Конец поставим 1. Открываем вкладку Source. Излучение ставим из объема и Random. Применим модификатор Cell Fracture. Quick Effects. Cell Fracture. Source Limit ставим 0. Сразу же создадим коллекцию и назовем ее Fracture. Нажимаем ОК. Теперь у нас есть коллекция Fracture. Создам папку Base для куба. Перехожу на вид сбоку, Numpad 3, удаляю систему частиц, включаю привязку по точкам. Из Base я сделаю подложку. Делаем как бы подложку, чтобы обломки не разлетелись. Масштабирую S, Shift Z, чтобы блокировать ось Z. Выбираю полигон, I, сужаем. Выбираем боковые полигоны. Центральный полигон не выбран. Экструдим вверх. Делаем бортики. Переходим на вкладку Физика. Включаем Rigid Body. Ставим пассив. Здесь мы выбираем Mesh. И куб можно выключить. Включаю режим Warframe, чтобы можно было все выбрать. И теперь с помощью Object добавим Rigid Body Add Active. Таким образом мы применим Rigid Body ко всем кусочкам. Включаю обратно режим Solid, Z, Solid. Сейчас мы их сделаем более похожими на камни. Переходим во вкладку Модификаторы и добавляем Remesh. Настраиваем Voxel Size. Мне подошел 5 соток. Ctrl-L. Copy Modifier. Копируем модификаторы на все куски. Далее применяем модификатор ко всем кускам. Ctrl-A. Visual Geometry to Mesh. Добавим еще один модификатор. Displace. Настраиваем силу. Добавляем текстуру. Выбираем Clouds, облака. Настраиваем размер текстуры. В моем случае 0,4. Обратите внимание, что выбраны все куски, а один подсвечивается желтым, активный. Ctrl-L, Copy Modifier. Переходим во вкладку Физики, в Collision, в Source, меняем Base. Кликаем по нему правой кнопкой мыши, Copy to Selected. Тем самым копируем на все выделенные. Так, а сейчас мы добавим Rigid Body, Connect. Немного подумает, и внизу появится менюшка. Здесь мы выберем Chain by Distance, по расстоянию. Выберем все констрейны и создадим для них группу Const 01. Выключим обзор констрейнов, чтобы они не мешались. Создадим сферу. Она будет у нас разрушителем. Отмасштабируем ее и поставим начало, откуда она начнет разрушать. В настройках физики добавляем Rigid Body, снимаем динамик, ставим Animated. Теперь нужно поставить ключи движения сферы. Открываем N-панель. Ставим ключ на первом кадре, передвигаем сферу на 60-м кадре, ставим ключ. Переходим в Graph Editor. А. Выделить все. Normalize. Нажимаем T.
Выбираем Line. Таким образом, сфера будет двигаться с постоянной скоростью, без замедления в начале и конце. Нажав на Play, мы увидим, что кусочки склеиваются. Поэтому мы будем настраивать. Включим отображение ограничителей, выберем их все. С шифтом кликнем по одному ограничителю, чтобы он стал активным. Перейдем во вкладку физики, поставим галочку Breakable, разрушение при импульсе. Щелкаем по нему правой кнопкой мыши, Copy to Selected, применить ко всем. Threshold. Чем меньше значение, тем менее склеены куски. Правой кнопкой мыши Copy to Selected, чтобы применить ко всем. Можно скрыть констрейны. Теперь выберем куски грунта. Правый клик по коллекции, Select Object. Object, Rigid Body. О, да, здесь должен быть один активный, поэтому зажатым шифтом щелкните по любому куску. Object, Rigid Body, Calculate Mass. Добавим массу каждому кусочку. Я выберу. Теперь на каждом куске вес зависит от размера. Советую сохраняться, ребята. Нажмем на Play, посмотрим. Уже поинтересней. Попробую изменить настройки констрейна. Breakable. Threshold 20. Copy to Selected. Да, мне больше так нравится. Поживее подпрыгивают. Спрячу констрейны. Выберу все куски грунта. Теперь запечем ключи анимации. Object, Rigid Body, Bake to Keyframes. На таймлайне появились ключи. Обязательно сохранитесь. Замечены вылеты. Переходим к созданию слоя с асфальтом. Куб. Масштабирую его. Выставляю сверху. S-Shift-Z. Масштабируем по грунту. Опускаю его на грунт. Сбрасываю масштаб. Ctrl-A-Scale. Перехожу в систему частиц. Добавляю частицы. Количество поставлю 500. End 1. Излучение из объема. Volume. И тут рандом. Разрежем асфальт с помощью Cell Fracture. Object, Quick Effects, Cell Fracture. Здесь ставим 0. Создадим коллекцию для кусков асфальта. Жмем ОК. Удаляем систему частиц, она больше не нужна. Выделяем все кусочки асфальта и грунта вместе. Object, Rigid Body, Add Active. Применили сразу ко всем кусочкам асфальта и грунту. Теперь выберем все куски грунта. Выключаем галочку Dynamic, правой кнопкой мыши Copy to Selected. Ставим Animated, правой кнопкой мыши Copy to Selected. Напоминаю про сохраняться. Тестирую. Куски грунта толкают асфальт, и это круто. Ну а сейчас я выбираю все куски асфальта и делаю ограничители так же, как мы делали их для грунта. Выбираю все эти ограничители, создаю для них группу const 02. Зажатым шифтом кликаю по одному из ограничителей, чтобы он был активным. Breakable, Copy to Selected. Threshold 2. Правой кнопкой мыши Copy to Selected. Спрячу их, чтобы не мешали. Выберу все кусочки асфальта.
назначим веса. Перейду в Object, Rigid Body, Calculate Mass, Asphalt. Сохранюсь, Ctrl-S и тестирую. У меня сейчас выбрана сфера, захожу в настройки Object и меняю на отображение Warframe. Это делать не обязательно, все равно на рендере мы уберем сферу. Сейчас мы сделаем грунт, который не будет разрушаться, но у него будет борозда от прохождения взрыва. Создаем новый куб, масштабируем его. Он будет оставаться на месте, но мы сделаем для него бороздку. Применим масштаб, Ctrl-A Scale. Добавим модификатор Remesh, чтобы поделить на полигоны. И применим его. Теперь добавляем модификатор Displace. Добавляем текстуру. Облака. Настраиваем размер. И настраиваем силу. Давайте добавим больше полигонов. Выберите все полигоны правой кнопкой мыши Subdiv. А теперь настраиваем. Когда настроили правой кнопкой мыши Shade Move, сгладим. Ну а теперь пришло время для борозды. Изолируем его на слэш. Выберу петлю. Нажимаю C. Шифтом провожу, удаляю ненужное, оставляю только верхнее. Выбираю пропорциональное редактирование. GZ. Колесиком мышки контролируем круг влияния пропорционального редактирования. Вот такая борозда у нас получилась. Нажимаю слэш numpad, чтобы вернуть все объекты. Сохраняюсь и тестирую. Теперь давайте создадим мелкие кусочки, которые разлетаются от разрушения с помощью системы частиц. Создадим айкосферу. Подвинем ее. Сделаем поменьше. Создадим еще одну айкосферу, но поставим Subdiv на 1. Уменьшим ее. Применим масштаб. Накинем модификатор Displace. Текстуру Cloud. Поиграем с настройками. На эту тоже накинем Displace. Текстура Cloud. Настроим. Дублирую. Теперь выберем их все, нажмем M и создадим для них коллекцию Particle. Не забываем сохраниться, Ctrl-S, Shift-A, UV Sphere. Уменьшаем ее. SZ сплющиваем. Переходим в режим редактирования. Выбираем точки. И удаляем половину X Vertex. Ctrl-A Scale. Теперь накинем на нее систему частиц. Конец поставим 250. Здесь поставим рандом.
Velocity Normal 5. Rotation добавить динамики и ставим галочку Dynamic. Открываем вкладочку Angular Velocity, Amount ставим 10. Открываем вкладку Render, оставим Collection, выбираем Show Meter и выбираем нашу коллекцию Particles. Сохраняемся. Shift-A, Light, добавлю солнце. Посмотреть, как это все будет в свете. Выключу пока некоторые коллекции, чтобы затекстурить. Я воспользуюсь аддоном Blender Kit. Ссылочка в описании. Поставлю галочку Free. Материал. И вот здесь мы наберем Ground. Выбираем. А вот это выберу. Теперь надо развернуть. Переходим в режим редактирования. Tab. Включу UV Editor. Закрою, чтобы не мешало. Нажимаем U. Smart UV Project. Да, норм. Теперь включаю обломки грунта. Выбираю любой кусок. И применяю тот же материал. Теперь выбираю все куски. Ctrl-L. Link Materials. Нажимаю Tab. А, чтобы выделить все полигоны. У Smart UV Project. Tab, чтобы вернуться в Object Mode. Теперь включаем отображение кусочков асфальта. И делаем то же самое. Накидываем на него текстуру асфальта. Кто до сюда дошел, вы реально крутые ребята. Лайкую вам. Осталось еще немного. Ctrl-L. Link Material. Применяю ко всем. Делаю развертку. Захожу в Shader Editor. И вот здесь есть Scale. Мы его увеличим, чтобы текстура была мельче. Это зависит от того, какую текстуру вы выбрали. Ctrl-S. Сохраняюсь. Тестирую. Включаю коллекцию Particles и начинаем их текстурировать. К большому я применяю ту же текстуру грунта. К маленькому применяю асфальт. К этому грунт. И уменьшаю его. Давайте создадим новую коллекцию. Назовем ее Road. Перетащим туда землю с бороздой. Асфальт. Коллекция с обломками. Создадим пустой объект. Empty. Выделяю все кусочки асфальта. Этот подвинем. Все кусочки асфальта с шифтом Empty. Ctrl-P Object. Теперь выбираю обломки грунта. Шифтом Empty. Ctrl-P Object. И также землю. Теперь мы можем все передвигать за эту пустышку. Советую сохраниться, подписаться, лайкнуть, оставить комментарий. Теперь копируем всю группу, Ctrl-C, Ctrl-V и передвигаем. Прозрачный режим, выделю все. M, Road 02. Создал новую коллекцию для второго блока.
То же самое делаем еще раз. Создаем road 03. Подровняйте их. Сохранитесь. Сейчас покажу, как настроить так, чтобы все взрывы шли последовательно, а не одновременно. Выбран Road 02. И вот они, ключи анимации. Мы их передвигаем и подстраиваем под разрушение. Выбираю Road 03 и двигаю ключи, подстраиваю под разрушение. Протестирую. После мы проанимируем систему частиц, которая будет излучать мелкие камушки. Выставляем излучатель в начале разрушения, ставим ключ и подстраиваем анимацию под разрушение, проставляя ключи. Двигаю излучатель, ставлю ключ I и так до конца. В настройках физики поставлю 130, так как у меня последний ключ на 130. Опускаю вниз, вкладка кэш, бейк. Запечем. Сохранитесь. Тестирую. Теперь нужно сохранить проект, потому что мы создадим новый проект и в нем будем создавать дым для этой сцены. Итак, я в новом проекте создаю айкосферу, удаляю половину, применяю масштаб, Ctrl-Escape, перехожу на вкладку физики, добавляю частицы, количество 100, end 1, lifetime 5, velocity ставлю 5, randomize 5. Добавим дыма в Object, Quick Effects, Quick Smoke. Масштабируем домен, передвигаем его под сферу, масштабируем, настраиваем, выбираем сферу, идем в настройки физики, Flow Source и выбираем Particle System. Добавим силовые поля, Shift-A, Force Field, Force. У Force я поставлю силу 200 и поставлю ключ на первом кадре, а на третьем поставлю 0. Также я добавил турбуленция. В настройках домена Effector Collection All поставил 0.1. Здесь вы можете поиграться с настройками. Главное, я хочу показать, как перенести этот дым в нашу сцену через файлы VDB. Также я добавил ветер, повозился с настройками. И когда мы наигрались с настройками, можно повысить Resolution Division. Сейчас я нахожусь во вкладке физика домена. Во вкладочке кэш поставлю 60. В type изменю all. OpenVDB.
Выбираем папку для сохранения кэша. Оттуда мы будем брать файл VDB. И запекаем Baikal. Открываем файл с разрушением. Shift-A, Volume, Import, Open, VDB. Папочка с кэшем, Data, A, Import, VDB. Так мы добавили секвенцию нашего дыма. Теперь его нужно подстроить под сцену. Масштабируем, перемещаем. Здесь появилась новая вкладка с настройками. Повысим Density, чтобы дым был плотнее. Увеличу силу солнца. Еще добавлю Density. Открываю Shader Editor. New. Density увеличим на 30. Температуру на 3000. Здесь я тестирую настройки. Так, теперь я выравниваю дым под разрушение. Scale. Подстраиваю. Опускаю. Ну, вот этот вариант мне понравился. И теперь можно его копировать, расставлять по сцене, подстраивать под разрыв. И сейчас покажу фишку. Создаю коллекцию, называю Smoke. Теперь здесь будет дым. Немного подвину, подровняю. Это будет первый. Теперь копирую. Shift-D по Y немного вперед. Теперь нажимаем вот на эту двоечку. Пишем 25 на старт. Это кадр, с которого он начнет. Копируем Shift-D. Передвигаем немного вперед. Нажимаем двоечку обязательно. Пишем кадр. И так до конца. Осталось совсем чуток. Настроить сцену, камеру, свет и поставить на рендер. Друзья, я очень старался делать этот урок и очень хочу, чтобы он вам понравился. Надеюсь, вы узнали в нем что-то новое для себя. Я буду рад любым комментариям.